Ребята, всем огромный привет! Я никак не угомонюсь, а уже поздний вечер. Мои уже все ругаются. Я все пересаживаю. Две орхидеи сегодня в керамзит пересадила. Я хотела еще вот этого красавца пересадить, но уже все. Мне уже не разрешают. Сказали, все, хватит отдыхать. Знаете, кто это? Вообще пересохла. Вижу, орхидея так пьет. И листики вот такие вот, видите, ну они не совсем вяленькие, но такие поникшие. Это Louis Tree Prince. В общем, девчонки, дай бог, переночуем. Утром будем с вами пересаживать Louis Tree Prince. Вон видите, у него уже корни из шеи торчат в разные стороны. Я что сделала? Я ж не могу его так оставить. Я в кашпо налила немножечко тепленькой водички. И я его сейчас поставлю прям на ночь. Вот так вот прям, смотрите. Поставлю вот прям в кашпо с водичкой. И пускай он себе там набирает тургор, чтобы завтра у него... Там немного воды. Чтобы завтра у него было нормальное состояние. Не такое помятое, как сейчас вечером после тяжелого дня, а такого, знаете, бодренько. И смотрю, растит сразу 2 листика. Удивительно. В общем, девочки, до завтра. Утром встаем, всех отправляем, кто куда идет, там, в школу, на работу. Делаем кофе, завтракаем и быстренько пересаживаем Louis Tree Prince. Я сейчас буду лежать и думать, во что ж мне его пересадить. В гидропонику или в кору? Я не знаю. Корней у него очень много. И такие достаточно хорошие. В общем, я буду думать, во что же мне его пересадить. Я думаю, что в гидропонике ему тоже понравится. Ну, наверное, я не знаю. Или все-таки в коре его оставить. В общем, девочки, я даже не знаю. В общем, что-то с вами придумаем. Все, всех обнимаю, всем мирной ночи. Всем доброе утро, мы проснулись. А у нас 4 градуса, девочки, это ужас. 4 градуса. Но у нас здесь вот такое красивое цветение. Жорка хочет понюхать. Ой, ой. Ой, какое цветение. Девочки, 4 градуса. 4 градуса у нас сегодня на улице. Какой-то кошмар. Это просто впервые за осенний период такое похолодание. Но я делаю свои любимые кружечки, свой кофеек. Сейчас перекушу, завтрак. И пересадим орхидейку, которую я вам вчера показывала. Вот она здесь у меня стоит. Лимоша прям не нарадуется, что что-то возле нее появилось, но она не дотянется. Не дотянется, хотелось бы, да? Скажи привет. У меня с утра здесь пение птиц. Да, пение птиц с утра. Что ты раскричалась? Если я тебя выпущу здесь, ты мне погрызешь все листочки. В общем, девочки, я же вчера оставила ее в воде. Давайте посмотрим, не навредили ли мы таким опасным шагом. О, все, она напилась. Но я вам так скажу, у этого сорта какие-то странные листья. Тургор не такой, как хотелось бы, видите? Ну, на верхних листьях да, а вот листья, которые постарше, они такие вот. Что там такое? Скажи всем привет. Привет. Какие-то они вот такие вот. Я первый раз, когда это обнаружила после ее покупки, вот она отцвела, и думаю, боже, с орхидеей что-то случилось. Она пропадает. Представляете? А мне, девчонки, вы написали, что у вас у многих так. Да, так у многих. Что это такая особенность этой орхидеи. Ой, накапала. Накапала я, да, накапала. В общем-то, надо вытряхнуть и пересадить. Тут растущие корни. Видите, вот от шеи. Со вчерашнего дня ношусь с этой идеей о ее пересадке. И я вижу, что она как-то верхние листики
растит, видите, меньше. Вот здесь есть это, да, вот если вы видите вот такую вот поперечную линию, вот здесь, видите, вот линия на листике, вот она. Это говорит о том, что лист дальше расти не будет. Ну, назовем ее стоп-линия. И я очень расстроилась, когда увидела, что домашние листья вот такие небольшие. Чего не хватает, непонятно. Думала, наоборот, должна хорошо адаптироваться, развиваться и растить листья больше, чем те, которые были до этого. Здесь лист какой-то, видите. Вообще цветет она с удовольствием. Вот смотрите, сколько пеньков от цветоносов. И так пышненько цветет. Ну, себя не жалеет, не щадит. Такая вот красотка. Все, иду пить кофе. У меня там бутербродик. Сейчас надо еще яичко сварить. И буду завтракать и займусь делом. Девочки, у нас сегодня с Жориком безлактозный творожок. Ну, это не Жорику, это мне. Жорик уже свое съел там. Я мед добавляю. Помните, я вам рассказывала мед пана Василя из Закарпаття. Там у нас еще осталось пару литров. О, очень классный мед. Я Сереже говорю, я закажу еще. Он говорит, ты сначала этот съешь, уже заказываешь. Я прям беру вот так ложечку, нагоню вам аппетит. И вот так на безлактозный творожок. Девочки, обычный творог я что-то плохо мой организм воспринимает. Но каждый день ем безлактозный на завтрак с медиком. Ой, смакота. Вот такой вот кладезь микроэлементов и витаминов. Ребят, решила разобрать подоконник. Пока сидела завтракала, думаю, так, надо разобрать подоконник и посмотреть, что здесь творится. Кого-то полить. Все никак не дойду до пересадки. Орхидея ждет. И знаете, что обнаружила? Обнаружила, что нужно пополивать вот этих красоток. Вот одну уже залила. Это не фаленопсисы. Это... Как он называется? Господи. Миниатум. Миниатум. И знаете, что добавляю? Сейчас же прохладно. Здесь у меня сейчас 19 градусов. Ну, вечером до 18 опускается температура. Но в любом случае отопления нет. Стресс 101. И вот я на такое количество водички, ну, буквально одну капельку капнула миниатуму. Сейчас, о, кстати, корни пообрезала сухие. И вот сейчас здесь буду наполнять резервуар водой. Ну, оставляю где-то на полчасика, на часик, чтобы постояли, попили. Вижу, уже обсохли корни. Это моя мини-ванда. Есть растущий корень. Ну, тоже сейчас налью, подогрею водичку. Я подогреваю сейчас водичку. Отфильтрованную водичку подогреваю, одну капельку налью. Ну, этим по 2, по 3 капельки налью. Они покрупнее. Здесь побольше водички. Ну, вижу, это как бы просохла ванда. Но она еще... Да, можно поливать, можно не поливать. Ну, полью. Пусть лучше попьет, мало ли что. В общем, использую... Ой, пыльные, их бы промыть. Ну, как только дадут отопление, будем купаться, полоскаться. Сейчас только можно протираться. И вот эту тоже залью. Ой, это прям, смотрите, корешки в активном росте. Такая вся, ха-ха-ха. Умница, видите? Вот сюда бы, конечно, залезть и срезать пропавшие корни. Но не хочу доставать. Здесь тоже, кстати, есть. Бывает, что вот эти совсем вот уже прям не так уж это и страшно. Гниль не разведут. Так, и здесь начала смотреть что да как. Этот у меня красавец сезам. Ой, как он цвел здоровски. Он у меня сейчас на отдыхе. После того, как я срезала ему цветоносы мощные такие. И полит. Как-то он было пересох. Пропустили полив, я его внепланово полила. И слушайте, вот этот мой красавчик очень хорошо стал расти на подоконнике. Именно на искусственном освещении не хотел расти. А здесь прям хорошо пошел, и корни прям замечательно. Но я его тоже не часто поливаю, потому что напихала в закрытую систему
а его еще не надо поливать, мелкой коры. Ну вот я заметила, многие орхидеи, да, наверное, все орхидеи любят все-таки естественное освещение. Так, сколько у нас градусов уже? На солнце прям показывают 25. Конечно, конечно. У меня южная сторона, поэтому так. Так, показывала вам. Все никак не доберусь до его пересадки. Красавца Хатуюки. Вот он все распускает и распускает свою веточку еще одну. В общем, девочки, это невозможно. Здесь пока тишина. Здесь только листик растет. Хорошая орхидея, молодец, восстановилась на подоконнике с минимальным поливом. То есть я заметила, что она не любит вот в этой посадке, в закрытой системе, чуть-чуть там столовой ложкой, до свидания. Не разводить слякоть. Ой, ну это прям прелесть. Сахарная моя. Так, с этой деткой я не знаю, что делать. Вчера уже наконец-то срезала цветонос, хотела под корень, а заметила, что почка вроде как, видите, живая. Думаю, ну что буду, дитё может процветет. И слушайте, здесь или мне показалось, ну мне кажется, что чуть-чуть ниже, вернее выше уровня. Девочки, мне кажется, что это не корень. Мне кажется, что это носик цветоноса. Что скажете? У меня была такая в один день прямо неуемная потребность снять эту детку. Но я себя остановила, потому что начала смотреть, как туда подлезть, и где там она, откуда растет, непонятно. Ну вот вы видите, центр материнского растения залит Максимом, и пошла детка. Через время, буквально, ну быстро очень. И вот эта детка так цвела, такой гроздью, замечательно. Детка, кстати, вымахала очень быстро. Во что посажена? Посажена вот так вот в закрытую систему, живой мох, кора. Нормально. Но тут у детки уже сверху корней. Все равно придется, девчонки, это все как-то преобразовывать, потому что придет время, когда корни детки, хотя вот там какая-то часть корней пошла уже в субстрат. В общем, посмотрим, доживем, увидим. Так, и вот была ж по плану на пересадку вот эта моя красота. И пока я думала, у нас здесь уже новый цветонос появился. Видите, носик? Вот вам и нате. Перепад пошел температурный. Вот на подоконнике. Кстати, кто не знает, как сделать перепад температуры, у кого там, я читала, девочки пишут, что вот у меня, говорит, невозможно сделать перепад температур, потому что, говорит, у нас очень рано включают отопление автономное в доме, и, говорит, не ждут, что там уже будет 8 градусов среднесуточно. И, говорит, у меня не получается, чтобы орхидеи зацвели. Девочки, на холодные подоконники, поближе к стеклу, наверное, так можно сделать перепад. Мне кажется, что, ну, не заморозить их прямо возле самое стекло, но мне кажется, на подоконнике, даже если батарея... И поднять, может, занавески, если есть занавески, чтобы горячий воздух шел не в окно, а сюда, в комнату. Ну, что-то можно придумать. Если есть лоджия прохладная, застекленная, туда вынести на ночь. Так, что здесь? В общем-то, она, значит, решила мне цветонос, это моя мантрю, выпустить. Буквально пару дней назад мы с вами смотрели, ничего не было, и она была по плану на пересадку. Ну, я знаю, не трогать ее, что ли. Ох, полила я ее хорошенечко. Она, видите, вот так уже пошла растить корни. Ну, кого-то это раздражает. Не вздумайте, девочки-новички, вот это обрезать. Это самый цимус. Надеюсь, нет таких, кто вот так вот борется с корневой. Где-то я смотрела какое-то видео, там обсуждали этот вопрос, что девчонки есть такие, которые говорят, да что оно торчит, чик-чик-чик-чик, обстригли. Нельзя. Так, и в общем-то на старом цветоносе вот такие вот непонятки. Наверное, будут цветоносы. Вот, кстати, здесь можно обломить, и, возможно, будет детка. Но я этого делать не буду. Вот здесь тоже почка что-то ожила. Короче, единственное, можно вот эту палку срезать, да? У меня было вообще желание всю эту палку срезать, но она какая-то эта палка живая, понимаете? Ну что же срезать живую плоть?
Ну, вот так сделаю. Уж тут уж точно ничего не будет. Здесь ни одной почки живой нет. А, хотя вот. Ну, это ерунда. Так, в общем-то, оставляем. И полив теперь будет вот в этот период. Он, конечно, будет редкий, но с HB101. Девочки, что еще можно использовать в качестве антистресса? Эпин-циркон, да? Ну, по-моему, эпин, он при обрызгивании. А циркон можно именно в поливочную воду. Кто-то из них только по листу. По-моему, эпин. Поправьте меня в комментариях. Могу наговорить ерунды. Так, вот это моя белая орхидея в керамзите. Одна из первых. Вот я вам показывала, вот так уже поднялся цветоносик. Будет сюда выходить. И смотрите, в области шеи, там, где поработали кашкой топсина, пошел корневой рост. Я вам так скажу. Топсин все-таки топсин М, он все-таки способствует вот этому, смотрите, здесь тоже, корнеобразованию. Так что кашку топсина сделали, промазали, и, возможно, в этом месте через время пойдут новые корни. Может совпадение, может правило. Так, о, уже легкий, вот его надо полить. Здесь, кстати, тоже пошли корни. Топсин есть чуть ниже. Это мой Биг Бэнг. И у Биг Бэнга вот такая, знаете, слегка беременная шея. И я думаю, что в этом месте, возможно, скорее всего, выйдет новый цветонос. Может через неделю, может через 2. Так, здесь старый цветонос обрезан давненько. Что с почкой? Почка есть, но почка пока, ну, такая тоже на старте. Ну, растет листик, молодец. Ох, сколько лет. Здесь тоже, кстати, корни. Вон, видите, от шеи. Сколько лет мы с ним приспосабливались, присматривались друг к другу. Это просто вау. Так что вот так. Сейчас буду подоконники вытирать, уборку делать, листики протирать. Но потом сейчас полью вот эту красоту в открытой системе. Ну, красиво, когда в вазах. Но единственное, мне не нравится, что корни пошли наверх. Вот, ну, что вот с ними делать? Непослушные корни хотят наверх. Так, это мой красавчик. Я вам его часто показываю. Мини-марк. Но он корешки растет. Молодец. Скоро мы уберем вот этот листик. Видно, что он уже начинает с краешка портиться. Корневой рост. Ну, вот так мы в гидропонике более-менее. Но вот сейчас, я вам скажу, поливать не надо. Из-за того, что стоит на подоконнике, пошла вот эта вот зелень. Ничего страшного. Вот кажется, что все сухое, да, на самом деле там влажно. У меня, кстати, вчера Жорик, уронила я один шарик, Жорик его подхватил, естественно, утащил, я за ним гонялась, но это было бесполезно. Короче говоря, он утащил себе в лежаночку этот шарик, и он его разгрыз так быстро и потерял к нему интерес. Все, он уже не круглый, он уже не скачет, он к нему интерес потерял. Так, Ванды, имейте совесть, дайте цветонос. Что такое? Не хотят. Ой, так мне нравятся они. Но сейчас вот позакупоривали все корни. Ну, вот это позакупоривала. Холодно, холодно, холодно. Надо, кстати, сейчас я, знаете, что сделаю? У меня есть такие коврики. Сейчас я уберу, протру окно, подоконник. Окно я недавно мыла. Смотрите, какое у нас солнце. Ах, какая прелесть. И положу такие у меня салфеточки. Сейчас я вам покажу. Я их специально купила. Вот такие, года 2 назад. Я потом просто их, ну, так ставлю под горшочки, так, на одинаковом расстоянии. Девочки, солнце наше южное вот так делает подоконники в таком состоянии. Жалко. Там, где сетка москитная, не так. А здесь прям ужас. Как вот его поменять? Капец. Во всех комнатах. Ох, издержки юга. Так же с нами делает, когда мы слишком
много загораем. Так, здесь тоже все растут. Что-то я бахнула воды, Леодора. Ну, никак не просохнет. Ну, здесь цветем, я вам показывала. В общем, все хорошо. Прям сегодня не закрыла, не горячий лист, не закрыла притенение, штору не опустила. Теперь переживаю. Слушайте, может Леодору здесь обрезать или не надо? Может будет продолжать? Прям не знаю, что делать. Здесь обрезала в прошлом году. И ничего. Возле почки. Ничего не случилось. Думала, она цветонос продолжит. Нет. И вот здесь еще один цветонос. Вот Леодора, конечно, девочки, она прикольная, ароматная, классная. Но она... Хотелось бы, чтобы цвела лучше. Сейчас буду протирать салфетками всю эту братву. Листики. Солнце присветило, сразу видно всю пыляку. Протираю листья у биглипа. И думаю, как это я вам не показала наше шикарное летнее цветение на 3 цветочка. Это Аладдин Кис. Слушайте, ну вот так. Зачем он это сделал? В осенне-зимний период он цвел рясно, красиво. Потом отцвел, я срезала ему цветонос, где он там где-то был, вот здесь ниже. И он летом начал растить новый. И вот исподобился только на 3 цветочка. Ну вот зачем это надо было? Они такие тусклые какие-то, несчастные. Ну вот, так захотел, видите? Ну, я не стала ему мешать, думаю, ну, хочешь быть красивым, пожалуйста. Не нравится мне его листовая масса, вся какая-то, знаете, вот купила его вот с такими листьями. И вот он вырастил вот такой какой-то лист загнутый, сейчас растет новый. В общем, какой-то прям у него странность какая-то, видите? Ну, биглипы это ведь тоже мутантики. Это ведь тоже не просто так. Это тоже что-то генетики там сотворили со стандартами для того, чтобы получить вот такую красивую губу. И поэтому вот такое вот может быть не у всех, но есть такие случаи, когда вот такая вот розетка непонятная вся, странная. Странная. Листья все странные. Надо его, конечно, развернуть, возможно, вот так. В принципе, он у меня так и стоит. Но почему-то не тянется он сюда к свету, а падает сюда. Странно. Ну, так ему нравится. Я вообще рада, что он у меня жив-здоров, потому что, учитывая опыт по выращиванию и уходу за биглипами, от них всяко можно ожидать. Особенно, девочки, от темных. Ой, какая милота, солнышко, красота. Девочки мне писали, хотим видеть только цветущие орхидеи. Девочки, ну так не бывает. Бывают цветущие орхидеи, но этого надо дождаться, к этому надо прийти. Поэтому, как это говорится, чтобы полопать, надо потопать. Поэтому вот поливаем, ухаживаем, удобряем, стараемся создать условия. Добавила, хожу, нюхаю, прям вкусно пахнет елочками. Поналивала водички. Сейчас буду заниматься пересадкой, а эти будут здесь на солнышке впитывать живительную влагу. Вот зеленеют корешки. Зеленеют корешки. Красота. У меня сегодня такое романтическое настроение. Хочу вам передать свое романтическое настроение. Даже без цветущих гроздей орхидей. Ну, так бывает в межсезонье. Ну, как вам такая красавица? Протираю листья. Это дама Phalaenopsis Леодора. Сейчас я вам покажу ее так. Я ее поставила на стол, она тут пол стола занимает. Ой, смотрите, какая прелесть. Вы говорите, цветы, цветы. Листья. Вот сила. Жорик, что стащил? Жора? Ай-яй-яй-яй-яй. Что ты там стащил?
Каринку стащил. Бессовестный. Буду ругать. Попался. Гляньте, да? Вот это шикардос. Вот такими должны быть все орхидеи. Я ее, конечно, в прошлый раз так полила сильно. Она уже неделю не может просохнуть. Главное, чтобы от этого ничего, после этого ничего не случилось. Здесь крупные куски галтованной коры и живой мох. И она вот здесь у меня свисает. Такая вот красота. Представляете? Вот что мне с ним делать? По попе надавать? Эй! Эй! Что такое? Видите, убегает. А ну иди сюда. Угу. Забрался. Забрался, повытягивал. Бессовестный. Дай сюда каку. Дай грязь сюда. Давай. Угу. Так, ну что, разбираем нашу орхидею. Наконец-то. Наконец-то. Мы с Жориком пошли. Коры набрали. Сейчас вам покажу. Ну, конечно, не в лесу, а в кладовочке, в мешочке, которые заказывали еще год назад. Такие коринки. Девочки, ее, конечно, надо промыть, потому что на ней следы от обработки. И водичка будет такая грязненькая. Сейчас я промою теплой водой. Не хочу сильно ее замачивать. Вот так. В контейнере промою. Да, вода грязная, действительно. Ой, как запахло классно. Очень вкусно запахло, очень. Сейчас уже переключу камеру. И будем смотреть уже на орхидеи, не на меня. Как ваше настроение осеннее? Тоска, грусть вас на вас не нагрянула? Надеюсь, что нет. Начала приготавливать все, что необходимо. Ну, в общем-то, кору мы помыли. Горшочек вот такой небольшой. Я вот теперь думаю, достаточно ли будет. Думаю, достаточно, да? Ну и мох. Мох живой. Так. Что здесь происходит? О, моя нелюбимая ситуация, когда корни проросли через отверстие горшка. И такие хорошие. Такие хорошие. Ха-ха-ха. Ну ладно. Я, бывает, знаете, обрезаю безжалостно. Не потому, что мне жалко горшка, потому что мне жалко своего времени. Так я вам скажу. Да, Жора. Лимоша молчит. А что ты хочешь? Каринку? На, иди. Бросила ему каринку, гавкает. Девочки, я обрезаю корни. Извините, у кого тонкая организация душевная. Извините. Нарастим новых. Так, обминаем горшочек, немножко стряхнем. Тут тоже орхиатка. Я тоже тонкой душевной организации, но бывает ситуация, когда немножко надо принять такие неординарные решения. Так, что такое? Тащить за шею нельзя, потому что можно верхнюю часть орхидеи отломать от нижней. Видите, как они тут, видно, ризоидами? А, или здесь все-таки. Или здесь все-таки держит корень. Я вроде как и обрезала. Ага, да, держал корешок там. Вот такая красота. Орхидея, как вы поняли, не пересаживалась с момента покупки. Ну, я не знаю. Боже, я что-то не веду, девочки, учет своих покупок орхидей.
Ну, торфяной стакан. Здесь листья в нижнем уровне, вообще практически в самом... Так, будем сюда кидать. Не нужно. Слушайте, а хорошая обхятка. Она вот, кстати, очень неплохо просыхала. И здесь есть кока-чипсы. Так, а что же здесь в торфяном стаканчике? Очень неплохие корни. Я вам скажу, мне кажется, именно этот сорт орхидеи, он любитель попить водички. Очень быстро просыхал у меня в этой посадке, очень быстро. Из чего я делаю вывод? Так, вот тут испорченный веломен, я его сниму. Я делаю вывод, что орхидея неплохо будет себя вести и чувствовать в закрытой системе. Еще один листик. Но это в моих условиях, в условиях низкой влажности. Знаете, корни тоже неплохие. Неплохие. Так, все, что я где-то вижу подсохшее, я обрезаю. Так, девочки, одеваю очки, потому что... А я не поняла, каким образом у меня оторвался корень. Откуда вообще он слетел? А? Толком еще ничего не обрезала, он оторвался. Ну ладно. Причем такой хороший, зеленый, растущий. Но не без потерь. Если это можно считать потерей. Вот здесь еще один лист такой тоже какой-то грустный. Тоже снимем. Здесь корешок сухой. Обрежем. И вижу цветонос там тоже. Обрежем. Девочки, так подробно вам и не покажу. Вижу цветонос. А, это корни. Корни. Я подумала, что цветоносы. Знаете, у нее вот такая корневая, прям, как вам сказать, средняя, конечно. Вряд ли она нарастит какой-то большой слой жирной веломена. И листья очень близко посажены. И типа как у Джулии растут корни прям отовсюду, отовсюду. С одной стороны, это и хорошо, да? Но тут цветонос прям вышел сверху. Так, я сейчас помою руки. Я же ее полила. Не польешь, не сильно хорошо. Трещит веломен. Польешь, хлюпает. Просто я не сильно умеренно полила. Я слишком полила. Так. Такая вот она, видите, елочка. Сообщение мне пришло. О, теперь решили мне перезвонить. Так. Продолжаем разговор. И я пытаюсь понять, будет ли нам достаточно этого места. Слушайте, ну корни так высоко растут. Ну, мы ж не будем еще 3 пары листьев шикарных снимать, правильно? Мы ж не совсем такие расточительные. Этого я делать не буду. Так. Как хорошо села. Прекрасно. Может быть, она в этой системе и нормально пойдет в плане тургора листьев. Перестанет вот это, знаете, такой вяленькой быть. У нее даже сама какая-то структура листа какая-то, знаете, такая вот шершавая. Очень интересная. Видимо, там разные сорта орхидей присутствуют, у которых специфические листики. Этот какой-то вообще неудачный. Ладно, мы сделаем ей и аэрацию, и одновременно... Где, кстати? А вот кора. И одновременно увлажним при помощи мха живого. Да? Живой мох мы расположим шапочками вот так вверх, начиная с самого дна. Сейчас я возьму приспособление
которым я вот так буду пропихивать. Можно палочку, держатель. Мне надо, чтобы вот мох вот так был, до самого низа. Чтобы водичка, которую я буду наливать в самый низ горшка, распределялась по этим фитилям. Ничего нового, вы мне скажете. У меня была мысль ее посадить в гидропонику, потом я подумала. Думаю, нет, что-то у меня есть настроение такое повозиться с органическими компонентами. И хочется, чтобы она росла вот в такой красивой посадке. Тут растущие корни, красота. Сейчас что-то придумаем. Что-то придумаем. Вот с этой стороны еще сделаем шапочки. Слушайте, тут, наверное, коры вообще мало пойдет в посадку. Из-за того, что много корневой, такая она обильная, ну, как бы богатая корневая. О, вот так и шапочки будут расти. Кто это пришел? Помощники пришли, помощники. Ой, я его расчесывала, он все равно потлатый. Так, и... Не, помогать мне не надо, ребята, я сама справлюсь. Я вас попрошу, когда надо. Соблюдайте тишину, да, Жора? Соблюдайте тишину. Вот пейте сок. Перемена у вас. Прекрасно. Дистанционка. Неделя дистанционки у Костика. Жорик, беги за Костиком. Поиграй там с ним. Развлеки. 6Б не желает пообщаться с щенком онлайн. Так, берем коринки. Вот это прям слишком толстая коринка. Ну, возьмем вот эту более... Слушайте, я не знаю даже, куда их запихивать, пропихивать. Даже и не видно. Что вы там, конфеты тырите? Так, ну это тоже большая. Надо все-таки помельче. Так. О, туда прям углубила. Коринку прям бросила туда в самый низ. Вот это бы туда засунуть. Смогу? Смогу. Главное не повредить веломен. Надо аккуратно помещать кору. Слушайте, ну вообще такая дышащая посадка получится. Прям дышащая. Из-за того, что корневая такая обильная, много очень рабочих корней, я не понимаю, почему тогда дефицит влаги. Что, корневая не такая уж и рабочая, как кажется? Я не понимаю. Или это все-таки специфика этого сорта? Я склоняюсь думать, что это специфика этого сорта. У него какие-то листья поникающие и такие, знаете, как бумага папирусная. Может, что-то не хватает в питании, хотя подкормки я использую регулярно для всех орхидей одинаково. Просто есть орхидеи, у которых листья такие, знаете, мясистые, сочные, а у этой такие тоненькие. У меня даже у сапфира, у которого тоже тонкие корни и лист тоненький, но он не такой вот, не такой поникающий, совсем другой, короче. Так, что здесь мы еще? У меня Жора ждет. Мы ходили с ним за корой и вышли за границы квартиры, и он подумал, что мы идем гулять. И он так разочаровался во мне. Я говорю: Жорочка, мы сейчас посадим с утреца и пойдем. Уже будем знать, что орхидейка пересажена. Так он теперь у меня лежит в ногах и ждет этого волшебного словосочетания. Я не буду его произносить, потому что он сразу побежит к двери и разволнуется. Так вот. Так что надо помельче. Видите, сколько здесь у меня коры получилось. Девушки, по-моему, уже некуда пропихивать.
Сейчас хочу его кору из разной посадки повыбирать. Хватит. Ух, навела беспорядок. Крупные коринки выбрать. И... Ой, Жора, что-то я там уже налила. Ой. Так, девочки. Надо все убирать, иначе щенок начнет все хватать с пола. Я вот эти коринки, которые покрупнее, вот такие вот, я их просыплю поверху. Здесь и коринки, и кока-чипсы. А мне кажется, что кока-чипсы это уже мое творчество. Это я сверху просыпала кока-чипсы. Девочки, хорошая кора. Хорошая. Наверное, года 2 орхидея в этой коре была. Так мне кажется. Замечательная орхиата. Так, спасибо за ваши комментарии. Люблю с вами пообщаться. За лайкосики. Надеюсь, вам там не скучно. Особенно те, у кого 100 плюс орхидей. Да даже 50 плюс. Скучно не бывает. Знаете, самый большой секрет, не надо их пересчитывать. А то начнется паника. Не считайте свои орхидеи, не надо. Меня часто спрашивают в комментариях, а сколько у вас орхидей? Я говорю, да я не знаю. Не потому, что я там боюсь, что они, вот я скажу, там у меня их 500, и у меня завтра 200 откинется. Нет, просто я даже не хочу считать. Зачем считать свои трудозатраты? Просто надо распределять время по уходу за орхидеями. Мне кажется, в один день все делать, прям все сразу, это, наверное, слишком трудозатратно. Это устанете, и потом будете психовать, что зачем мне вообще все это надо. А так, потихонечку, по чуть-чуть, одну локацию, потом через пару дней вторую локацию. Они так и просыхать будут постепенно. Да и все. И не будет у вас такого ощущения, что вы выгорели, измотались. И что орхидеи съели все ваше свободное время. Понимаете? И надо и погулять, и пошопиться, и в театр сходить, и в кино. Так что не мы для орхидей, а орхидеи для нас, правильно? Они такие растения, что им даже на пользу где-то пересушка. Если вы видите, что орхидею надо полить, вы 2 дня можете подождать, особенно в такое межсезонье. Ей только это на пользу пойдет. Я заметила, что когда орхидею не доливаешь, она охотнее выпускает корни, девочки. Ну, не в плане, что вообще пересушиваешь до сухарей. Ну, вот видно, что орхидея, у нее от недополива тоже случается стресс. И она получает сигнал, что надо побольше корней нарастить. Надо идти и искать воду. Все, друзья мои, всех обнимаю. Вот такая пересадка. Конечно, у меня тут грязь, как всегда, разведена. Но ничего, сейчас поубираю и идем с Жориком гулять. Я сказала это волшебное слово, но Жорика здесь нет. А, нет, он улегся спать. Улегся отдохнуть перед прогулкой. Так что всем пока-пока. Вот такая посадочка. Когда буду поливать, конечно же, не скоро, потому что мокрая кора, но она не совсем мокрая, я же ее так сильно не мочила, но влажный мох и закрытая система, и орхидея перед этим поливалась. Так, единственное, сейчас протру листики, возьму салфеточку влажную и попротираю, либо вот возьму кусочек полотенушка этого бумажного, намочу и протру им. Думала, что вся кора уйдет. Нет. Оказалось, что горшочек небольшой, но я надеюсь, что вот эти корешки уже зайдут в новый субстрат, и им будет очень-очень радостно. Так, девочки, все, дополиваю. Сейчас посливаю свои красавицы в открытой системе. Эту воду я не просто вылью куда-нибудь, она с HB101.
я полью комнатные свои растения. Картончик покушает этой вкуснятины. И отправлю на подоконник. Здесь уже солнышко ушло, пока я тут занималась пересадкой. Всех протерла, полила. Все счастливы, довольны. Но главное, что мы с вами довольны своими результатами труда. Девочки, вот так я подложила. Конечно, можно купить такую... У меня есть утеплитель такой вот, я хоечки заворачиваю при отправке, и просто вырезать и постелить. Можно и так сделать. Ну вот мне что-то вот на такие коврики была у меня такая вот идея прорезиненные такие салфеточки постелить. Так, все, мы сейчас чумазую орхидею эту приведем в порядок и отправим на стеллаж. Посмотрим, как она будет развиваться в своей новой посадочке. Тут у нее, кстати, я вам показывала, да? Одновременно 2 листа растет у нее. Такая умница. Все, обнимашки. Пока-пока. До встречи в комментариях.